Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Сегодня я начинаю копать картошку. Сегодня 23 сентября. Напомню, картошка садилась без навоза, только на зиму прошлую были посажены сидираты в виде овса. На зиму посажены, перед морозами перепахано и все. Использовал один раз для борьбы с сорняками. Выскочило из головы название. Вспомню, скажу. Навоз не вносился никаким образом, ничего не добавлялось, никакие удобрения. Земля как есть, так и есть. Садил луночным способом. Сразу скажу, способ мало того, что тяжелый, так и еще и оказалось довольно высоко посажена была картошка, хотя вроде бы как бы изначально нет. То ли почва, то ли что. Короче, много, я сейчас обращал внимание, прибирался от сорняка, очень много оказалось зеленой картошки, лежащей сверху. Почва, запыленная, конечно. Может быть, из-за суши. Наверное, недостаточно. Вот она, зеленая. Наверное, недостаточно я окучивал. Спешу на это. Неправильно, либо недостаточно, с учетом, может быть, если бы, как я говорил, в окучниках добавить крылья, то, может быть, оно лучше засыпало бы. Как есть. 23 сентября досиделся до последнего. Все по стройке у меня тут были моменты. Некогда было. Даже сейчас я за день все не выкопаю. У меня 18 борозен. Подготовил я только 12, а 6 еще останется. Заодно также помню, был момент по посадке, по прогреванию картошки. Вот первая борозда, она у меня не из прогретой картошки, а все остальные с прогретой. Вот посмотрим. И последние 6 также не из прогретой. Также на это надо будет обратить внимание, на размер картошки и количество ее примерно. Постараюсь как-то так оценить, провести исследование. Не переделал я картофелекопалку. Мне советовали, говорили, как правильно ее там настроить. Так у меня руки не дошли, да, это не основное мое занятие копать картошку. Так что сделаем, но попозже. Не в этом году. Надеюсь, в следующем. Сегодня уже к вечеру дожди передают. Как успеем, как получится, как выкопаем, так выкопаем. В прошлом году проса у меня дала проса очень сильно. К выкапыванию картошки я дошел, что у меня проса где-то вот такой вот высоты было. Тоже некогда было этим заниматься. В этом году скорее как ползуны какие-то такие. Появился новый сорняк. Кстати, сейчас я его покажу. Вот новый сорняк появился. В прошлом году его вообще не было. Хорошая корневая система, разрастается. Какие-то ягодки на концах. И маленькие цветочки. Что оно, не знаю. Стебель, он такой темный, очень толстый. Вырывать хорошо, не обрывается. Но корневая, конечно, у него, будь здоров. Вот такой вот сорняк, в принципе, из основного, что появился из вредоносного. В общем-то, вот этот сорняк, и то только в начале огорода, он такими стеблями большими растет, а потом здесь что-то другое растет. Я не знаю, что это такое. Это не проблема. Это час еще работы. Мне тут собрать-то осталось. Он появился-то уже, когда ботва высохла, и начало постепенно это чудо расти. Больших проблем я не вижу в этом. Допустим, то же самое проса значительно больше проблем доставляло, чем вот этот сорняк. Его собрать, вообще, не проблемы. То есть берешь, как чуть ли не ковер, скручиваешь. Земля достаточно рыхлая, оно все отдает. Не удерживается, мелочи остаются. Мелочь это есть мелочь. Так что прополка в таком виде, вот она, как ковер, скручиваешь его, проблем не доставляет никаких. Проса, по сравнению с прошлым годом, это небо и земля. Сейчас я даже уверен, что и будет копалка не настроена, копать нормально. Потому что в прошлом году забивала корнями вход картофелекопалки. Именно корнями проса, потому что здесь проса было огромное количество. Почему в этом году меньше его? Наверное, потому что мы больше внимания ему оказывали. Предположу. То ли земля какая-то, то ли еще что-то. То ли я использовал, забыл, как это название. Для картофеля используется. То есть он там подходит для картошки. Выскочил из головы.
В общем-то, все поэтому. Вот они, 18 борозен с зеленцой. Сейчас начну копать, посмотрим на урожайность. Не поливал, не удобрял, ничего. Ну вот, первая картошка была не прогретая, вставала очень тяжело. Оставшиеся борозны, кроме последних 6, прогретая картошка взлетела моментально, ботва большая. Сейчас вот, по крайней мере, с виду посмотрим урожайность. Гретая от негретой будет отличаться именно в борознах, а потом в ведрах. Ну и качество картошки, то есть размеры и все. Ну вот, 2 борозны прошли. Первая негретая, холодная, чуть встала. Вторая гретая. Взлетели моментально. Ботва крайне отличалась в положительную сторону. Была более богатая, кустистая. Ну, отличия есть. Есть у прогретой картошки плодоносность чуть-чуть выше. Но это надо сейчас ведрами пройтись, собрать и посмотреть. Сейчас я это и сделаю. Но повторюсь опять же, много картошки зеленой. Слишком высоко я посадил. Как-то окучивание было такое себе. Ну, по сравнению с прошлым годом картошка лучше. Прям вижу, что лучше. Та, которая была у меня сортовая, покупал с рынка, там, черт, кучу денег отдал. Там, по-моему, больше 200 рублей что-то или около этого белорусских. Картошка плохо сходила, плохо росла, и урожайность такая же. В этот раз взял у матери картошку, там из года в год она растет, и все вон, и то же самое, и лучше, я бы сказал даже. Также сосед обратил внимание, что ботва в прошлом году была хуже, значительно хуже у сортовой картошки. Ну, возможно, опять же, я не досмотрел, не доглядел. Много факторов влияет. Но, по сути, в этом году ничего не изменилось, кроме того, что спроса чуть больше борюсь. Так, ладно, собираем картошку и смотрим на результаты. Ну, это только по этим 2 борознам. Ну, а получится ли мне отследить весь объем? Ну, постараемся. Когда дойдем до низа, тогда и будем смотреть. Да, забыл добавить, что у меня стоят МРЛовские резины МРЛ. Она чуть больше, по-моему, сколько она... Блин, я не помню характеристики, но МРЛ, там, короче, есть у меня обзоры. Не хватает высоты, даже с учетом того, что если я в прошлом году еще допустил ошибку, окучивал перед сбором, типа сорняк убирал, в этом году я сразу поехал, и подножку уже в любом случае надо снимать. И если бы были это оска, мне кажется бы, оска здесь была... Хотя не знаю, как она с картофелекопалкой бы коннектилась, но оска была бы, наверное, более предпочтительна по езде по борознам. По крайней мере, меньше пыли шло бы в стартер. Ну а так подножку даже на МРЛовской резине надо снимать сразу. Так, результат по первым 2 борозным. Первая борозда. 3 ведра картошки. 3 ведра с горочкой. Третья борозда. Первая негретая, третья гретая. Третья 4 с небольшим. 4 с горочкой и еще немножко. Вот вам вывод. Земля метр друг от друга. Росла по-разному, вставала по-разному, все по-разному. Гретая взошла быстро очень, ботва шикарная, все. Первая взошла помедленнее, ботва похуже. И результат. Вилами поковырялся, все чисто, убрал, ничего не оставил. Делайте вывод сами, как хотите. Хотите греть, хотите нет. Я считаю, что греть нужно. Ну, по первым 2 уже видно сразу результат. Так что
всю жизнь сажали, так, ничего не грели. Ну, пожалуйста, как бы вот как вариант, оно все же, я считаю, правильнее прогревать картошку. Прогревать — это процесс достаточно нудный, то есть это вы выносите не на солнце, а в тепло, убираете, когда холодно, это 2 недели, чтобы появились росты. Росты там по сантиметра, 2, хотя бы вот 1,5. Так, ладно, копаем дальше. Дальше уже идет картошка вся прогретая, все борозды будут идти прогретыми. Подведу первоначальные итоги. Статистика выровнялась. С каждой борозды идет 4,5 ведра картошки. Хорошей. Мелочь не берем. Берем только семенную и крупную. Крупной в этом году очень много вообще. Ну, класс. В прошлом году очень слабый был результат у покупной картошки. В данном случае результат 4,5 ведра на 26 метров. Посадка была меньше ведра с шагом, по-моему, я точно не помню, где-то сантиметров 30, наверное, шаг у меня был посадки. Ну, это если заморочиться, надо посмотреть. Я говорил, сколько посадка была. Вот, ну все. В общем, первая борозда 3 ведра, ровно 3, все, без вариантов. Сейчас идет 4,5 ведра. Ведра 12-литровые с горочкой идут 4,5 ведра с горочкой. Вот с горками, здесь чуть меньше, здесь чуть больше. Ведра 12-литровые, с каждой борозды идет 4,5 ведра в таком виде.
Ну вот и все, закончилась моя уборка картофеля. Картофель в этом году уродился очень хороший, без навоза, без ничего, и вымахал. Мне столько такие объемы и не нужны. Накопал я так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 мешков, и 4 я уже отвез в город, на пропитание забрал. То есть 14 мешков картошки. В каждом мешке 4, ну 40 литров. 40 литров примерно, чуть больше 40, то есть 4 ведра. Чуть больше 40 литров в каждом мешке картошки. Картофель отличный, огромный. Ну вот моя ладонь, вот картошка. В основном вся такая. В общем, верьте, без обмана. Это у меня 4 мешка, 3,5 мешка семена. Семенная тоже очень богатая. Вот она. Тут, в принципе, ее можно есть налегке, если захочется. Что по поводу прогревать, не прогревать? Я считаю, что надо прогревать, потому что с каждой гретой борозды я снял 4,5 ведра. Почти 5 ведер 12-литровых. Почти 5 ведер с каждой борозды я снял. И с первой 3, потом дальше 2,5. Ну, в общем, ну и под конец уже там, ну там земля похуже, там уже по 2 ведра только снял. Решайте сами, надо вам греть ее, не надо, потому что греть-то она надолго, чтобы она росты пустила. Да, в 2 недели, не на солнце, а в тепле. Не гретая, позже встала. Выросла, наверное, через раз. Не вся проросла, потому такие объемы маленькие. Ну, а так вообще в этом году картошка очень хорошая. Не совершил прошлогодних ошибок, не окучниками не проходил, чтобы углубиться. И за счет этого отработал. Но подножку с мотоблока все равно пришлось снять. Все равно она цеплялась. МРЛ, моя резина, я не помню диаметр ее, ну там в старых роликах есть. Все же надо чуть больше, резину надо побольше, ну, на мой взгляд. Ну, все, что еще по картошке? По полю. Картофелекопалка, убирай чистенько. Проходил я после этого вилами и проверял. Нет, картошки нету. Проворонил я, все сроки вышли, я поздно выкопал. Хотел посадить рапс, но сроки уже вышли. То есть рапс уже не встанет. Ему надо до зимы, чтобы там 15 листиков, да, вроде бы так появилось, чтобы рапс встал. Ну, в данном случае нет. Поздно выкопал, и уже сегодня 6 октября. Ну, рапс уже садить поздно, он погибнет. Просто перепашу, овес сзади скосил, так что вот так. Что еще по картофелекопалке? Меня она устраивает, в общем-то, все хорошо. Вспомнил я, чем я обрабатывал. Получается, я уже в 10-й раз скажу, навоз не использовал, ничего не использовал. Садил. Вы видели, как один раз обработал лазуритом. Жука в этом году почему-то не было, ну, наверное, из-за сухости. Он появился, жук, в самом конце уже, когда уже ботва начала... Она вскоре сама уже начала и вяться. В общем-то, жук там больших проблем не создал. Колорадский. Так что вот так. Конечно, по сравнению с прошлым годом картошка уродилась на славу. Выбросил. Получается, и 4 мешка кормовой картошки, такой меленькой, там вот для свиней, что используют, я выбросил. 4-5 мешков, наверное, точно выкинул. Потому что нет у меня для кого использовать это. Все, что меньше семенной, все выбрасывал. Выбрасывал, и сердце болело, жалко было. Ну, куда ее девать-то? 19 вообще, 19 борозд. По сорняку, ну, это я же говорил, что в прошлом году очень сильно забивала проса картофелекопалку. Из-за этого не копание было, а мука, реальная мука. Корневая очень обильная.
у куриного проса. И вот это просто кошмар был. В этом году с просой боролся. Вот один раз такой использовал лазурит и все. Ну и больше там старался еще пропалывать. Здесь мне входил, пропалывал по возможности. Так. Не то, что прям досконально до чистенькой земли. Нет, конечно. Ну, скажем так, по-мужски пропалывал. Выхватывал, что выхватил, что не выхватил. В этот раз я безостановочно с картофелекопалкой отходил. Ни разу не остановился, ни разу она мне не забилась. Просто шикарно. Вот это называется настоящая работа. В прошлом году, конечно, ну, в прошлом году было все в диковинку, сейчас уже опыта побольше. Земля, конечно, мне очень нравится, она очень изменилась после, когда здесь были деревья, потом это обработка, выкорчевывание. Ну, лоза здесь, кусты эти лозы были огромные, выкорчевывание, и с каждым годом земля меняется, прямо чувствуется, как она стала другой. Более податливой, что ли, то есть с ней работа стала очень просто. Раньше как-то было все не так. Почему в прошлом году было проса очень много, не могу сказать. Сорняк в этом году был, вот когда уже ботва вымахала, когда начала отсыхать, как бы я забил на это уже все, и не ходил, не трогал. И, ну, вот сорняк был такой, как такой вот стволы деревьев такие, ну, какой-то толстый очень, с мощным корнем. Ну, вот это перед работой, перед выкапыванием картошки, все пропололи, прошлись, пропололи, и все на этом. И отлично отработали.